Всем привет, меня зовут Саша Saintrider, и вы находитесь на канале Flowform, посвященному созданию музыки на мобильных устройствах. Перед началом обзора я хочу рассказать про несколько очень важных событий. Первая и самая главная новость – каналу Flowform исполнился год. Happy birthday! В связи с чем я хочу нас всех поздравить с этим прекрасным моментом. Нас уже более 1700 человек. По сути, этот канал живет благодаря именно вашему вниманию и интересу, и я искренне благодарен вашей поддержке. Впереди еще много нового, интересного, а самое главное полезного контента. Друзья, возможно, немногие из вас знают, что последние 7 лет я являюсь преподавателем по созданию музыки, а последние 5 лет я работаю в аудиошколе DJ Groove. Я преподаю создание музыки начального уровня, а также мои 2 авторских курса по созданию музыки уровень Pro и синтезаторам и саунд-дизайну. И у меня отличная новость. Совсем недавно стартанул мой новый авторский курс по созданию музыки на iOS. Без преувеличения могу сказать, что это первый, по крайней мере в России, курс подобного рода. В первую очередь, этот курс будет интересен новичку в мире музыки, но и музыканту с опытом, желающим открыть для себя новые горизонты, я уверен, будет интересно. Я записал видеопрезентацию, в которой я подробно рассказываю об этом курсе. Ссылку на видео и саму презентацию вы найдете в описании под этим видео. Записывайтесь ко мне на курс. Boom Ты Show – это новый YouTube-проект Андрея Черного, в котором он записывает разные живые звуки, а далее музыкальные продюсеры из них делают трек. Я принял участие во 2-м выпуске. Мне предстояло сделать трек из звуков парикмахерской. При этом сам бит я сделал исключительно на iPad. Смотрите, что в итоге получилось. Ссылка на видео в описании. Ну и напоследок еще одна хорошая новость. Илья Чертков, создатель iOS-комьюнити музыкантов Мус-Яблоки, недавно создал потрясающий архив на базе сайта ВК, в котором собрал все самые полезные материалы для тех, кто пишет музыку на iPad или iPhone. Различные полезные статьи, видео, ссылки на новые и старые приложения и многое другое. Ссылку на Мус-Яблочный архив вы также найдете в описании под этим видео. Ну а теперь о сегодняшнем обзоре. За год я уже немало сделал обзоров на различные MIDI-редакторы, и все они по-своему уникальны. Но сегодня будет обзор на, пожалуй, лучший в своем роде Piano Roll, и не только на iOS. Даже на старшем брате мне ничего подобного не попадалось. Встречайте, Atom 2 от разработчика Виктор Поров. Это новый MIDI-редактор, который просто поражает количеством новаторских идей. Также сегодня я разыграю 5 бесплатных кодов на этот крутейший MIDI-редактор. Для участия необходимо подписаться на мой YouTube-канал, поставить палец вверх к этому видео, обязательно оставить комментарий под видео и быть участником iOS-комьюнити Мус-Яблоки. Через несколько дней рандомайзер выберет 5 случайных комментариев, и я напишу список победителей. Огромное спасибо Виктору за предоставленные коды для розыгрыша. Ну что, давайте наконец начнем обзор. Для изучения плагина я буду использовать синтезатор Continuo от Audio Damage, а также синтетическую драм-машинку от Bremboss Ruiz Maker FM. На партию синтезатора у меня назначено 3 Atom. Вот так выглядит интерфейс. Конечно, во многом отличается от первой версии. Для более быстрого разбора я уже записал мелодию. Послушаем, как звучит. В нижней части мы видим 4 основных инструмента. Select выбирает ноты. В области выделения появляются вот эти маленькие стрелочки. Потянув за них, мы увеличиваем размер ноты. Кликнув на невыделенную область, мы снимаем выделение. Инструмент карандаш добавляет ноты по одной. Зажав, мы можем сразу прописать длинную ноту. Справа мы видим 2 функции undo и redo. Шаг назад, шаг вперед. А кликнув на ноту, мы ее удаляем. Инструмент repeat сразу прописывает по выбранной сетке необходимое количество нот. Зажимаем, тянем. А следующий инструмент slice с легкостью позволяет разрезать ноту. Выделяю лишние ноты. Справа видим кнопку delete, удаляем. В верхней части мы видим функцию listen, она сейчас отключена, то есть когда я прописываю ноты, мы звука не слышим. Если я активирую эту функцию, то мы слышим ноты, которые записываем. Следующая функция, где написано stop, это поведение воспроизведения MIDI-клипа. Сейчас стоит стандартное воспроизведение, то есть синхронизированное с хостом. Нажимаю stop, сразу же останавливается в том месте, где AUM остановлен. Можно отключить клип, и таким образом при воспроизведении AUM запуск клипа не будет слышен. И вот еще обратите внимание, Launch не подсвечивается. Нажимаю запуск, вот он активен. Эту функцию можно будет назначить на контроллер и таким образом воспроизводить с контроллера воспроизведение каких-то конкретных клипов. Для примера я как раз добавил несколько клипов, мы чуть позже к ним вернемся. Если тапнуть и зажать на эту функцию, то мы увидим, что здесь есть дополнительные настройки поведения клипов. Вот в этой части мы видим уже готовые пресеты, то есть в стиле, как воспроизводит Ableton, как Launchpad от Novation и прочие пресеты. Тут огромное количество настроек поведения MIDI-клипа. Все эти комбинации, естественно, я разбирать сейчас не буду, на это бы ушло очень много времени. Но если, к примеру, я выберу функцию One Shot, то при воспроизведении хоста клип один раз прозвучит,
И несмотря на то, что хост продолжает играть, воспроизведение клипа остановилось, потому что указан чекбокс Stop at Clip End. По умолчанию стоит пресет Ableton Style, давайте его оставим. Следующая кнопка активирует-деактивирует луп. Далее кнопка Record позволяет записывать ноты, которые я могу в реальном времени воспроизводить. А также функция Step In, которая позволяет прописывать ноты пошагово. То есть при прописывании нот в соответствии с сеткой, которая у меня выставлена, в данном случае 1/8, ноты будут прописываться пошагово. Квантизация позволяет прописывать ноты в соответствии с выбранной сеткой. То есть если вы играете вживую и немножко не попадаете в ритм, функция квантизации делает это за вас. Также, зажав на эту функцию, мы видим дополнительные настройки. Квантизация к началу сетки, квантизация к концу сетки и длина ноты квантизации. Далее размер сетки. Огромное количество вариаций, плюс сетку также можно выставить вручную. Ни в каких других MIDI-секвенсорах я подобного не встречал. Можно выставить вообще любой размер, ну либо выбрать какие-то уже готовые шаблоны, допустим, 1/8, 16 и так далее. Далее размер четвертей. Также можно выбрать какие-то готовые шаблоны, либо поставить любые четверти, какие вы посчитаете нужным. Скорость воспроизведения. Далее функция Swing смещает каждую вторую и четвертую долю такта. Давайте разберем эту функцию на другом примере. В этом клипе у меня прописан hi-hat на 1/16, и функция Swing его смещает. Визуально мы этого не видим, но чуть позже мы доберемся до функции процесс, и там уже будет поинтереснее. Следующая функция Probability, то есть вероятность воспроизведения нот. Несмотря на то, что прописано 32 ноты на 1/16 сетки, а по факту мы слышим далеко не все ноты. Вернемся обратно в MIDI-мелодии. Далее функция Scale. Эта функция подсвечивает определенные ноты в определенном ладу. Сейчас у меня выбрана тональность до, фригийский лад. Могу поменять на мажор. Вот мы видим, поменялась сетка. Минорная пентатоника, гармонический минор и так далее. Вот этой звездочкой мы можем в Favorite добавить те лады, которые часто используем. Ну, либо полностью отключить подсветку лада. Далее просто шикарная функция слоев, в которой мы видим этот клип, он так и подписан This Clip, и другие клипы других инстанций Atom 2. Тут мы можем их активировать, и таким образом они активируются и подсвечиваются непосредственно в этом выбранном MIDI-клипе. Вот зеленым у меня бас, розовым хай-хеты, голубая — это основная мелодия, и желтые — это дополнительные ноты в другом MIDI-клипе. Следующая функция Clipboard позволяет скопировать те ноты, которые находятся в этом MIDI-клипе. Нажимаю Selected, выбираю все ноты. Кликаю Copy Selected. Вот мы видим, что скопировано. Заходим, допустим, в другой MIDI-клип. Вот где у нас хай-хеты прописаны. Нажимаю Clipboard, кликаю Paste at Start. И вот эти ноты вставились именно в этот MIDI-клип. Либо я могу Playhead, то есть точку воспроизведения, поставить в каком-то определенном месте и нажать Paste at Playhead. То есть ноты будут скопированы именно в том месте, где я указал точку старта. Далее функция паттернов. То есть мы можем паттерн, с которым мы сейчас работаем, допустим, сдублировать. У нас получилось два одинаковых паттерна. И во втором паттерне что-то поменять. Ну, к примеру, какие-то ноты дополнительно прописать, какие-то удалить. И таким образом переключаться между паттернами, слушая, какой вам больше нравится. Если необходимо удалить именно второй паттерн, нам надо выбрать первый. Вот появляется функция Remove Pattern. Удаляем. Далее две очень удобные функции Fit и Fill. Функция Fit масштабирует выбранный MIDI-клип под самый оптимально визуально удобный размер, то есть те ноты, которые вы в самом MIDI-клипе использовали. Atom их масштабирует для максимально удобного обозрения. А также функция Fill. Если я выбираю какую-то конкретную ноту, нажимаем Fill, то мы приближаемся к этой ноте. Функция Fit, наоборот, в данном случае будет отодвигать. Вот этим плюсом и минусом мы можем добавить еще такты, допустим, еще один такт, либо уменьшить количество тактов. Ну а, соответственно, если вы хотите работать не в целом такте, то вы можете уже границу лупа сами определить вот в этой части. Далее кнопка Move. Выделю, допустим, все ноты. Эта функция позволяет перемещать по тактам выделенные ноты, по битам, то есть по четвертям такта, и по сетке. Далее функция Clone позволяет клонировать выделенные ноты. То есть, допустим, я хочу клонировать вот эту ноту, выделяю, клонирую. Или, иначе говоря, дублирую. Кнопка Delete удаляет выбранную ноту. Ну и мы подобрались к самому интересному, раздел «Процесс». Вот я выделил все ноты,
Первая функция Flip реверсирует по горизонтали ноты, по вертикали. Квантизация. То есть сверху функция квантизации отвечает за запись квантизации, то есть в реальном времени квантайз, то в этой части мы можем квантизировать уже вручную. И здесь тоже огромное количество настроек под различные размеры сеток. В данном случае у нас квантизация идет на 1/8. Можем поставить на четвертные ноты, либо половина такта. То есть все ноты сместились к половине такта. Вернем обратно. Далее свинг. И вот в этом разделе мы можем сделать свинг, и визуально это будет отображаться. Только так как у нас ноты прописаны в сетке 1/8, я выбираю вот эту кнопку. И вот мы видим, как ноты смещаются. То есть каждая вторая и четвертая нота половины такта смещается вправо. Тут есть две кнопки Keep и Bake. Если мы нажмем функцию Keep, то смещение у нас как бы произошло. Но если вдруг нам потом захочется изменить свинг или вообще его убрать, мы обратно заходим в свинг и можем вернуть уже назад. То есть функция Keep как бы позволяет в определенный момент вернуть ноты в исходное положение. Но если мы нажмем Bake, таким образом мы уже назад вернуться не сможем. Но если только кнопкой Undo. Захожу еще раз в Swing, и таким образом мы уже находимся в точке невозврата. Далее функция Pitch. Ну, вот это, пожалуй, одна из самых интересных функций. То есть у нас открылся опять раздел Scale. Я помню, что я ноты прописывал во фригийском ладу. И вот тут самый интересный момент. То есть если я сейчас выберу, например, мажор, то настроение поменялось, потому что, вот обратите внимание, ноты сами автоматически подстроились в выбранный нами лад. Следующая функция Velocity. Давайте изучим ее на примере хай-хетов. Монотонный ровный хай-хет. Захожу в процесс, выбираю Velocity. И здесь две функции. Вот обратите внимание, что на каждой нотке вот такая еще прописана линия. Вот этой функции Velocity Offset я как раз-таки могу сам Velocity уменьшить. То есть в данном случае просто сделать потише каждый хай-хетик. А функция Velocity Chaos позволяет внести рандомизацию в каждую ноту. Вот обратите внимание, что на каждой нотке появилась точка. И в каждой нотке длина этих линий стала различной. Ну а далее кнопка Bake All. Если, допустим, в каждой функции я нажимал кнопку Keep, то есть как бы временно оставлял какую-то вариацию изменения нот, то вот этой кнопкой Bake All я могу уже применить их все. Ну а функция Reset All, все, что было зажато кнопкой Keep, сбросит все по умолчанию, как было изначально. В основном меню есть возможность открыть проект Atom, отправить проект. И вот тут действительно две очень важные функции. Импортировать MIDI. То есть мы можем любой другой MIDI-файл добавить в Atom. Мы видим, как Atom заменил рисунок, который у нас был до этого. А это ноты, которые я прописал вообще в другом приложении. А также есть экспорт MIDI-файла. Удалить историю. Настройки визуального отображения. Настройки стилей. И готовые настройки для различных MIDI-девайсов. Вот, например, несколько готовых пресетов для Novation Launchpad. Сейчас звучат все три MIDI-партии. Вот мы видим, что у каждой партии есть свое название. 2 — это означает второй канал. Единичка означает, что это первый клип. Вот второй клип и третий. А обратите внимание, что они еще разные по цветам. Синий, зеленый и желтый. Давайте зайдем, посмотрим. Ну и напоследок остались вот эти две кнопочки. Нажимаю клип. Тут мы можем выбрать название этого трека. То есть в данный момент стоит 1.1, 2.1, 3.1 и так далее. Слоты — это вот эти ячейки, на которых находится MIDI-клип. Это просто для визуального удобного обозначения. Кнопка True Input позволяет дезактивировать звучание нот во время их воспроизведения. То есть, к примеру, если вы играете на клавишах и хотите забивать эти ноты, но при этом не слышите эти ноты, то вот эта функция позволяет отключить звучание воспроизведения играемых нот. Также кнопка Mute Input, то есть она именно этот MIDI-клип мьютит, то есть временно выключает. Global Transpose транспонирует все прописанные ноты. И функция Latency сдвигает все ноты по отношению к воспроизведению. Давайте включим метроном. Эта функция будет очень полезна, если вы играете вживую, и у вас идет задержка между воспроизведением и записью MIDI-нот. Вот как раз этой функцией Latency можно это компенсировать. Ну и последняя — это функция Channel. Здесь мы можем активировать, деактивировать какие-то определенные каналы, выбрать все каналы, либо деактивировать все каналы. Вот
Вот такой мощнейший MIDI-редактор мы сегодня изучили. Пожалуй, с уверенностью можно сказать, что на данный момент это лидер среди подобных MIDI-редакторов на iOS. Все эти новаторские функции просто поражают своим удобством. В первой версии Atom есть некоторые функции, которых пока нет во второй, но я уверен, что в обновлениях этот момент решится. Если это видео было вам полезным и интересным, не забудьте подписаться на мой канал, поставить палец вверх к этому видео, ну и, конечно, оставить комментарий. А также вы всегда можете поддержать мой канал материально. Ссылка на донат есть под видео. Всем спасибо за внимание. Это канал Flowform. С вами был Саша Saint Rider. До новых видео.